Итак, снова здравствуйте, с вами Элиторн, и мы продолжаем прохождение игры Baldur's Gate. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами исследовали канализацию города Baldur's Gate. Вот, и сейчас мы продолжим это делать. Я, честно говоря, не знаю, где именно мы сейчас находимся. Вот, я вижу здесь переход снова. То был подъем в бордель. Даже не знаю. Давайте попробуем перейти. Так, здесь мы еще не были. Ладно, давайте тогда вернемся пока назад. Я предлагаю сейчас подняться вот здесь вот вверх, чтобы понять вообще, в какой части города мы находимся. Так, сейчас мы находимся в западной, в юго-западной части города. Вот возле квартиры, штаб-квартиры Железного Трона. Ладно, давайте продолжим тогда. Кобальт Командос. Вообще странно, конечно, то, что лучники, например, не могут опознавать стрелы, да, то есть, ну, ведь человек как бы там пользуется луком довольно давно, и там вот уровнем было бы хорошо, если бы улучшалось знание. Но, как видите, так, вот еще, ну давайте сюда сначала пройдем. То есть это, скорее всего, выведет нас рядом с тем же зданием. Какой-то погреб называется, насколько я помню. Ладно. Это совсем понятно, где мы оказались. Король канализации Шлюмша. Стойте, дети мои, у нас кто-то в гостях. Ах, да, теперь я чувствую тебя, дитя книг. Да, добрые книги. И дитя судьбы. Хе-хе. Я слышал о тебе, Элиторн. Я слышал, как твои имя нашептывались здесь, в этих каменных залах, где капание воды смешивается с бульканьем мертвых. Они хотели твоей смерти, знаешь ли. Кто ты и что это за неуклюжее существо рядом с тобой? Кто я? Кто же? Это было так давно. У меня тогда был такой же отвратительный облик, как у тебя. Ха. В твоем сознании я вижу вещи, которые узнаю. Место, которое когда-то было для меня домом. Кэндлкип. До недавнего времени это оставалось единственным местом, которое мне было известно. Кэндлкип. Я был там, или это был не я? Да, когда я был в своем юном облике, когда был магом, так гордившимся своими талантами и умениями, я преодолел это много лет назад, оставил все это позади. Грррр, из-за тебя, дитя, во мне пробудилась страшная жажда. Жажда к материальному. Подойди поближе, что я мог поглотить тебя в себя. Понятно. Где он? Главный чувак. Ну, кстати, эти тоже могут оказаться причинами пропажи.
нас что-то там болезненное наложено. А, король канализации — это, собственно говоря, Слизень. Забавно. А я что, не могу двигаться почему-то? Деньги. Бурили. Кольцо из кровавика. 5 снарядов. Так, а я почему-то не могу двигаться. А, перегрузка. Так, подождите, а чего это у меня перегрузка? Мне что, силу уменьшили, что ли? Да. Ух ты. Так. Мне это не нравится. Давайте даже загрузимся. Так, это мы. Там мы только собрались переходить в локацию. Вот это получается. Мы там поднялись, поняли, где мы находимся. Так. Давайте тогда сейчас нашему жрецу превентивом, так сказать, поставим излечение болезней. И, кстати, посмотрим. Ну, сейчас сила 1899, все нормально с силой. Так. 2 уровня, по-моему, это замедление яда. Так, где же она была? 3 уровня, наверное. Лечение болезни, вот она, да. Так. И попробуем отдохнуть. Замечен враг, гигантский паук. Так, есть у нашего жреца уже? Нет, еще нету. Значит, должен пытаться отдыхать. Отлично, есть отдых, все, пойдем снова. Кто хотел моей смерти? Ты? Кто? Шлюмша? Нет, не я. Я пока что... не я пока что. Но твоя смерть теперь так же заманчива, как близка. Я почти чувствую ее в тебе, дитя. Какую смерть ты чувствуешь во мне? Смерть предсказанную, смерть, задуманную самим Богом. Но я не скажу тебе большего, ни Шлюмша, ни верные мне жители канализации, нет. И что, придется силой заставить тебя рассказывать о моей судьбе, король канализации? С удовольствием, дитя. Давайте, жители, пришло время поесть. Тут ловкость, смотрите. Ну, давайте после этого попробуем отдохнуть.
давайте сразу сделаем вот так. Вот, отлично, это даже лучше. Пускай они сами ползут ко мне. Так, и что там? Пока еще нормально. Ну, отлично, я сам себя траванул. Что-то, в общем, я начал не то делать. Сейчас будем пытаться так пройти. Я понимаю, что именно он накладывает на нас болезнь, поэтому будем пытаться убить сначала его. Без ловкость сначала, видите? Нападать. Ладно. Давайте вот так вот сделаем, посмотрим. Ага, понятно. Ее убили. Как у нас там дела? Ловкость понижена, сила не понижена. Так, теперь пробуем. Значит, ловкость у нас понижена, да? Ловкость все еще понижена. Ладно. Здесь. Так, хорошо. Теперь пробуем отдохнуть. May Auril bestowed a frost kiss upon our enemies. Все равно понижена ловкость. Правда, тут замечен враг, может мы не отдохнули. Пробуем дальше отдохнуть. Так, а ну-ка. Нет, смотрите-ка, все равно ловкость понижена. Она на постоянно, что ли, будет понижена теперь? Нам вообще нужен храм в такой ситуации. Имеет ли смысл вообще убивать этого чувака? Понятно. Так, а давайте посмотрим вообще, нет ли у нас там еще у кого-нибудь пониженных характеристик за все это время. Нет, до этого момента не было. Но мне это не очень нравится, давайте снова перезагрузимся.
Thy Valkor's mighty blade. Сейчас Thy попробуем temper откастоваться shield. перед этим. Nature's servant awaits. What is your command? Yes? Hello? It's a fine day to die. I stand Thy ready. temper shield. Так, давайте посмотрим, как там у нас дела. Сила 11, видите? Да, это что-то такое серьезное нас атакует. Давайте посмотрим. Наносит 3 урона. И не показывает нигде, что вот эти характеристики пропадают. Ладно, ребята, давайте пока, наверное, оставим этих врагов. Вот, потому что я не знаю, как бороться с понижением характеристик. Поэтому мы это продолжим с ними драться, но продолжим это делать уже в следующей серии, в следующий раз, возможно, там, когда я попытаюсь найти хоть какую-то информацию, потому что, ну, это совсем не весело. Вот, я понимаю, что, скорее всего, там есть заклинание что-то типа общего восстановления или что-то типа того, но сначала лучше его найти, а потом уже идти с ними сражаться, я считаю так. Это сюда мы ходили. Так, здесь тупик. Тогда. Я думаю, что давайте, наверное, даже поднимемся наверх и сдадим наше задание. О, нет, железный трон. Ну, давайте пойдем в пламенный кулак. Я думаю, что мы выполнили задание пропавших жителей.
Рад видеть тебя снова. Как идут дела? Мне удалось выяснить, что за все исчезновения повинен Огр-маг, скрывающийся в канализации. Несколько его трупных гусениц заставляли ему жертв, которых они ловили ночью на улицах города. Гусеницы поедали несчастных, а Огр-маг забирал себе все имеющиеся у них ценности. Отлично проделанная работа, и ты в полной мере заслуживаешь свое вознаграждение. Нет ли у тебя каких-нибудь вещей, принадлежавших жертвам Огра? Уверен, их семьи хотели бы оставить что-нибудь на память о своих близких. Мы знаем точно, что дочь из семейства Сашинсаров пала жертвой этих существ. У нее было кольцо-печатка с рубином. Да, но у меня. Я с радостью верну его. Благодарю за честность. Я добавлю 3000 золотых как вознаграждение за возврат вещей. Теперь мне нужен кто-нибудь, кто сможет провести расследование в отношении Железного Трона. Как только разберусь с кое-какими документами, буду у главного входа в здание Пламенного Кулака. Если захочешь поговорить о Железном Троне, приходи туда, и мы все обсудим. Вот так вот, ребята. И мы получили повышение уровня у Имаэн и у Динахири. Прошу прощения. Так, вот, собственно говоря, и он сразу. Yes? Not a problem. I am a man of my word. Здравствуй, Литорн. Для тебя есть другая работа. Она связана с организацией, с которой тебе уже довелось иметь дело в прошлом. Это я про Железный Трон. Герцог Альтан лично желает поговорить с тобой об этом. Ты пойдешь со мной? Конечно же пойду, особенно если меня ожидает аудиенция у великого герцога. Просто следуй за мной, я проведу тебя в здание Пламенного Кулака. А великий герцог ожидает нас. I am a man of my word. Скар, позволит представить тебя великому герцогу Эльтану, одному из правителей города, главнокомандующему Пламенного Кулака и члену Союза Лордов. Герцог Эльтан, я рад твоему визиту. Знаю, такая встреча необычна, но при данных обстоятельствах это необходимо. Для начала я хотел бы спросить, какое отношение ты имеешь к торговой организации, известной под названием Железный Трон? Мне удалось выяснить, что они замешаны в каком-то заговоре, который угрожает стабильности вашего города. Судя по тому, что мне рассказывали, тебе довелось здорово насолить Железному Трону. Ты вызываешь мой интерес из-за явной ненависти, которую они к тебе испытывают. Их недавние действия привлекли мое внимание, и мне не совсем понятны намерения Железного Трона. Я думаю, было бы слишком просто обвинить Зентарим в недавних нападениях на караваны и нехватку железа. Несмотря на то, что все доказательства действительно указывают на них, им от этого пользы немного, а вот выгода Железного Трона очевидна. У меня сейчас множество забот, особенно в связи с ростом напряжения между нашим городом и народом Амна. К сожалению, мои руки связаны, и я не могу ничего предпринять против Железного Трона до тех пор, пока у меня не будет неоспоримых доказательств их преступлений. Поэтому-то ты здесь. Мне требуется кто-нибудь, кто может шпионить за Железным Троном, кто сможет проникнуть в их штаб-квартиру и найти там любые доказательства участия Железного Трона в нападениях на караваны. Если сделаешь это для меня, тебе хорошо заплатят 2000 золотых. Каким будет твой ответ? Почту за честь. Это мудрое решение. Я поручаю тебе трудное задание, но уверен, что у тебя достаточно средств, чтобы его выполнить. Когда посчитаешь, что тебе удалось собрать достаточно информации, которую можно использовать против Железного Трона, возвращайся и доложи мне. Я вернусь так быстро, как только смогу. Так, дневник обновлен. Барта Баду, раздание Скара, распоряжение Эльтара. Хорошо. Так, и мы, получается, поднимались наверх, спустились вниз. Так, расследование не идет. Я согласился выполнить задание для герцога Эльтана. Теперь мне нужно проникнуть в штаб-квартиру Железного Трона в вратах Балдура. Ладно. Так, что ж мы будем делать? Мы поднимем уровень. Так, воровские навыки 25. Поиск ловушек. Пускай будет на 90. Потом замков 100. И бесшумность 100. И наш маг. У нее оружейные навыки. Один возможен. Жалко.
Гал пращу. А, больше нельзя. Значит, дротик пускай будет. Готово. Ну и у нее больше стало заклинаний. Давайте их сейчас отметим. Сюда мы поставим... Что мы поставим сюда? Ускорение. Ускорение на... Все существа, на которые она подействовала, приобретают удвоенную скорость передвижения, улучшение конститива плюс 2 и дополнительную атаку в раунд. Так, вот это хорошо. Давайте, наверное, ускорение попробуем. Так, 4 уровня еще нет у нас. Хорошо. Подняли уровни. Вот. Теперь мы, наверное, пойдем... Давайте в магазин зелий зайдем. Подождите, давайте сначала зайдем в какой-нибудь такой старый трактир. Что там у нас произошло? Изменения какие-то произошли, интересно уже. Можно там выдохнуть или еще нет? Похоже, что нельзя. Ладно. Тогда отправимся куда-нибудь дальше. Хочется, конечно, разобраться с теми канализацией. Прям вот не имется мне, честно говоря. Но сначала нужно найти здесь храм. Я уверен, что здесь есть какой-нибудь храм, и там мы сможем посмотреть, есть ли там какие-нибудь... Так, смотрите-ка. Есть ли там какие-нибудь заклинания, которые помогут избавиться от ухудшения характеристик? Если они есть, то мы просто сделаем это, потом вернемся и убьем их, потом вернемся, и все будет нормально. Так, смотрите, мы где-то, где дороги уже не каменные. Давайте на всякий случай откроем сюда дорогу. То есть вот это вот просто над стеной все, да. То есть мы просто можем прогуляться вдоль стены и все. Ну, здесь, по идее, должен быть переход какой-то. Подъем. Возможно, ко второй стене. Но я думаю, что нас сейчас туда не пустят. Конечно, посмотрим, но вероятность это очень велика. Ну, вот смотрите, зашли вроде на полном случае. Храм, по идее, должен как раз быть здесь. Почему? Потому что это, ну, чем ближе к крепости, там должны храмы, я думаю, находиться в крепости. Какой-то цирк. Странно, как будто мы за городом находимся. Потому что цирк-то вряд ли будет стоять посреди города, правильно? Да еще и за второй стеной.
поместье Аберана. Не знаю, нужна она нам или нет. Так, здесь можем переместиться вот туда. И, кстати, там вот как раз башня мага, скорее всего, похожа на башню такую. И, возможно, там есть и храм. Но давайте уже доисследуем данную локацию. Вот, смотрите, вот это похоже на храм. Но здесь сейчас никого нет. Возможно, нужно дождаться утра. Что, неужели в этом квартале нет какой-то видно? Особняк еще. Ну, давайте спустимся в канализацию здесь и там поспим. День. Тик. Эй, кажется, ты из тех, кто шарится по канализациям, если я ничего не путаю. Ну что ты имеешь в виду? Чистишь канализацию, малявка. Ползаешь по городским подземельям, верно? Городские подземелья? Да, может покажешь, как туда попасть? Нет смысла показывать, здесь везде есть входы. Просто ищи канализационные решетки. Большинство из них поднимаются, и ты сможешь прошмыгнуть вниз по другу. Как я сказал, городские подземелья. Понятно, спасибо. Это, видимо, был намек, если бы мы сами не поняли. А, подождите, а мы вышли не в том месте, в котором зашли. Теперь вышли в том месте. Никакого все-таки здесь нет человека, который бы нам помог. Ну ладно. Латандер. Я Латандер, напарник ассасина Марика. Я не желаю тебе зла. Я дам тебе шанс, говори быстро. Мой напарник Марик отравил тебя. Во время сна он подмешал магический яд замедленного действия тебе в пищу. Тебе осталось жить около 10 дней. Обычные заклинания жрецов не помогут. Спасти тебя можешь лишь одна вещь – противоядие. Я обещаю помочь тебе найти его, если ты сперва поможешь мне. Не пытайся лгать, мерзавец. Ты ошибаешься, судя по всему, та ошибка станет для тебя последней. Хорошо, что ты от меня хочешь. Моя проблема состоит в следующем. Я работаю на Железный Трон, но не потому, что хочу этого, а потому, что вынужден. На меня наложено заклятие обета. Если я не буду выполнять приказы Марика, заклятие начнет действовать. Со мной будет покончено. Мне нужно как-то избавиться от этого заклятия. Я знаю о предсказателе на рыночной площади, который может дать ответы, что я ищу, но у меня нет денег, чтобы заплатить ему. Ты поможешь мне? Я помогу. Отведи меня к этому предсказателю. Пошли со мной в палатке предсказателя. Там предсказатель находится в течение дня. И подожди здесь, пока ты не закончишь разговор с ним. Yes? It will be done. What is your command? Thy Valkor's mighty blade, if Tempus wills it. I stand ready. It will be done. Knowledge used wisely is the most powerful of tools. Ты хочешь услышать тайное знание Хаспура? Ответ на любые твои вопросы будет стоить тебе 50 золотых. Заплатишь и отправишься в Освояси. Вот деньги, но лучше бы тебе не шутить. Я и не шучу. Что же ты хочешь знать? Должен тебя предупредить, я в силах ответить лишь на один вопрос за день, так что тщательно выбирай то, о чем хочешь спросить. Кто способен избавить Латандера от заклятия обета? Только верховная жрица Джаланта Мистмир, служительница Эмберли, в силах снять заклятие обета с Латандера. С ней можно встретиться в доме королевы Вод. Трудно сказать, станет ли она помогать тебе или нет. Я не могу больше отвечать на твои вопросы, тебе пора уходить. Not a problem. Hello, if Tempus wills it. No, my life is in shambles. Латандер, тебе нужно отправиться в дом королевы Вод. Также он известен как Храм Эмберли. Я буду в гостинице Клинок и Звезды. Встретимся там, когда найдешь способ снять за свои заклятия. Ну ладно, поможем ему. Может быть, действительно нас как-то отравили. Кто знает. Ну, смотрите-ка.
У нас ловкость снова меньше. Да что такое? Может, это и есть то самое отравление, о котором Thy говорилось? tempest shield! Странно. Так, подождите-ка. Давайте загрузимся. Здесь у нас есть уже это? Да, есть, смотрите-ка. Thy tempest shield! Да. Ладно, давайте тогда Thy поищем в храме. Valkor's mighty blade! Gather your party before venturing forth. Я, собственно говоря, сейчас, по идее, там, где этот храм должен быть. You must gather your party before venturing forth. Thy Valkor's mighty blade! I serve the flaming fist. Конвоир пламенного кулака. О, как приветствую. Я не видел тут никого уже целую вечность. Думаю, так и должно быть, учитывая, что этим проходом пользоваться больше нельзя. Мне строго-настрого сказали за этим следить. Тебе, наверное, лучше пойти своей дорогой. Понятно. If Tempus wills it. Храм Хелма. Tis a fine day to die. What is Здесь your Хелма. command? If Tempus wills it. The Vigilant One knows of all your sins. Добро пожаловать в Бдительный щит. Наша преданность недремлющему оку непоколебима. Пожалуйста, позволь нам защищать и оборонять тебя под неотступным ссором Хелма. Так, какие услуги предоставляются? Снятие проклятия. Поднятие мертвого. Видите, ничего нельзя использовать. А характеристика-то ушла. Когда она ушла, непонятно. Эликсир здоровья. Лечит от болезней и отравлений. Hello, tis a Так, fine ну ладно, давайте храм Эмберли if поищем. Tempus wills it. Я понимаю, что я еще то задание не взял, но... Чего? Сейчас попробуем как-то разобраться для начала с нашими проблемами. Good eve on you and yours, my friend. Might I have your Рамазит. ear? Доброго времени суток, мой друг. Могу ли я попросить выслушать меня? Разумеется, добрый сэр, что вам угодно. Я наблюдал за тобой, но не беспокойся, у меня не дурной глаз. Ты явно хорошо... Я просто хотел сказать, что ты не выглядишь как торговец или предприниматель. У меня есть одно дельце, которое надо бы закончить. И, по-моему, ты как нельзя лучше для этого подходишь. Награда будет достойной, но само задание довольно опасно и выходит за рамки законности. Тебя это интересует? Нет. Как пожелаешь, я больше не буду беспокоить тебя. Спасибо. Дом Рамазита. Thy Tempus shield! What is your if Tempus wills it? I've no interest in speaking to the likes of you. Тартус.
О, как же я хочу, чтобы закончился этот ужасный железный кризис. На днях я купил себе новое зеркало и, клянусь, рама растеклась раньше, чем стекло. Растрескалась. Честно говоря, я даже не знаю, как мы, дворяне, сможем жить в таких условиях. Разбить зеркало. Так, этот железный кризис начал нанес ущерб не только твоему мелкому тщеславию. Нет, пока что нет. Теперь всего хорошего, до свидания. Три старых бочонка. Ну ладно, давайте обойдем вокруг. Это, я так понимаю, что и есть главное административное типа здание, серия зданий или что-то подобное. If you save the day. Эй, подруга, если хочешь попасть во дворец, то тебе не повезло, просто на родину туда вход закрыт. Великие герцоги никого не пропускают, если только там не проходит какое-то особое событие. Дворец герцога. Так, а вот смотрите, еще какая-то молельня или храм. Но здесь никого рядом нет, я так понимаю, да? Ладно, давайте продолжим сюда. Значит, все-таки храм не здесь. Ладно. Продолжим искать. Последняя исследованная часть города. И собственно это все, что ли? Может быть. Или может быть. Похоже, что все. Ну, забавно. Сюда даже нельзя пойти. Это получается стена уже. Только маленький уголок, в котором ничего нет. Одно какое-то здание. Так, ну тогда получается, ну там где цирк, это здесь. Добро, Сашин Стар. Стой, ты наемник в этом городе недавно, не так ли? Да. И ты признаешь свое участие в расправе на небольшой группе охотников на границе Локвуда? Я признаю за собой этот поступок, но могу объяснить, что произошло. Не пытайся лгать мне, мразь, на тебе лежит вина за смерть моего брата Алдета, и ты за это заплатишь. Это те ребята, которые с друидами, по-моему, да. Честно говоря, не помню. Рычная площадь на восток. Особняк, поместье Верана. Где же этот храм тогда может быть? Здесь, что ли? Леди Ханна. Должен быть закон, запрещающий таким развратным старикам, как этот Рагефаст, разгулять по улицам. И успокойся. Развратным как кто? Рагефаст. О, я все прямо закипаю за него. Он маг, упивающий своим могуществом. И чем же он занимается? Заполучает свою собственную нимфу и делает ее рабыней в своем жилище. Все мужчины бессердечные животные. Я лично хотел бы, чтобы мир избавился. Если бы мир избавился от мужчин, как бы мы продолжали свой род? Поверь, мы сумели бы это
мы сумели бы обойтись. Ох, я больше не строитель сказать. Ну ладно. В общем, понятно, есть какой-то маг, который не очень хороший. Excuse me. Seldom Please do I let me find so speak little fault before you with attack. someone. Так, ну это тот же, который этот... Он отвел меня. If Tempus wills it. It will be done. Knowledge used wisely is the most Деньги. powerful of tools. А кто способен Battle Thunder, это заклятие обета. By Tempori Valkor's mighty blade. Мне нужно отправиться в дом королевы Вод. Также он известен как храм Эмберли. Я буду в гостинице Пленкой Звезды. Встретимся там, когда найдешь способ снять заклятие. Ладно. Ее можно найти в доме королевы Вод. Так они сами называют храм Эмберли. Где же это? Странно. Просто если в городе его нет, а в городе его получается нет, то должен нам идти. В самом начале, может, я пропустил что-то, не знаю. Прошу прощения. Магазин. Клинок и звезды. If Tempus wills it. It is a fine day to die. На, вот дом королевы Вод. If Tempus wills it. What is your command? Hello? Ладно, поможем пока ему, а с нашими характеристиками потом уже разберемся. Thy Valkor's mighty blade. Сила-то, в принципе, не очень важный элемент для жрицы, но кто знает, к чему это все приведет. The storm shall take those who are unfaithful. Жрица Эмберли, с какой целью ты являешься в дом королевы Стервы? Я хочу поговорить с верховной жрицей Джолантой Мислер. У верховной жрицы нет времени встречаться с простым народом. Почему я должна позволить тебе тратить ее время? Пожертвование размером 50 золотых даст мне возможность войти? Это подходящее предложение. Подожди здесь, я вернусь вместе с верховной жрицей. If Tempus Судя по wills всему, it. была она. The bitch queen brooks no insolence. The bitch queen brooks no insolence. Я Джоланта Мислер. По какой причине тебе понадобилось меня увидеть? Я нуждаюсь в твоих силах. На моего товарища было наложено про заклятие обета. Я смиренно прошу тебя снять его. Я не предлагаю силу своей богини кому попало. Если ты хочешь получить ее благосклонность, для начала тебе нужно оказать услугу Эмберли. Одолжение, о котором я попрошу тебя, достаточно простое. Приближается священный день вызова шторма. Я буду впервые проводить эту церемонию.
Чтобы быть уверенным в безупречном проведении своей первой церемонии, мне нужен предмет силы. Он называется Книга Мудрости и находится во владении жрецов храма Тиморы, который те, кто поклоняется этой легкомысленной богине, называют залом леди. Если достанешь для меня эту книгу, я сделаю, о чем просишь. Каково будет твое решение? Поссориться с жрецами храма Тимора. Мне не понравилось твое предложение. The bitch queen brooks no Я insolence. хочу любую сцену. Да. Ну The ладно. bitch queen brooks no insolence. Похоже, у меня нет выбора, я в деле. Меня не волнует, как ты достанешь книгу. Когда она будет у тебя, приходи ко мне в храм. Дом леди. If Tempus wills it. Не помню, где он находится. Thy Valkor's mighty blade. If Tempus wills it. If Tempus wills it. Tis a fine day to die. You said something. You said something. Так, подождите, а где же там тогда этот дом леди? Thy Valkor's mighty blade. Амхелма, дом. Видите, ты старая бочонка, дворец герцога. Thy Valkor's mighty blade. If Tempus wills it. Стыдливая русалка, это верно. Вот смотрите. Здесь еще не были. Даже здесь это находится. Храм Тимора это, да, похоже. Нет, святилище Эльматора. Давайте зайдем и сюда на всякий случай. Thy Valkor's mighty blade. Возьмем монетку. Thy Valkor's mighty blade. Ну, где же храм Тимора, который дом леди тогда? Брили Эльбара. Yes? With ease. Wait, I must speak with you. Путешественник, не остановишься ли он ненадолго, чтобы я могла поговорить с тобой? Я Бриль Бара, волшебница, но, увы, не очень сильная. Я слышала про группу искателей приключений, которые выполняют работу по найму, и ты подходишь под их описание. Все верно? Да. Я хотел бы нанять тебя, я заплачу 200 золотых. Для тебя это может и не слишком много, но это все, что у меня есть. Злобный маг наложил проклятие на мою единственную дочь, Намару. Она медленно чахнет, и если ей не помочь, она умрет. Мага, который сделал это, зовут Яга, и я уверена, что у него есть средства против этого проклятия. Пожалуйста, сможешь отыскать его для меня? Конечно. Он остановился в заведении под названием «Тусклый фонарь». Там собираются безнравственные развращенные личности. Это корабль, где занимаются своим ремеслом проститутки. Тебе нужно лишь найти его и забрать его книгу заклинаний. У меня хватит магических навыков, чтобы снять проклятие, если я заполучу его формулу. Когда закончишь с этим делом, приходи в таверну Игривый Осетр. Я буду там в течение нескольких дней. Ну ладно.
is better if Tempus wills it. Так, ну здесь вроде бы ничего нет. Здесь может быть. Здесь вроде бы тоже еще не были. Так, давайте таким образом поступим, что продолжим уже в следующей серии, потому что время это и подошло к концу. В следующей мы уже будем искать все связанное с нашими характеристиками, а также с квестом нашим основным, да, то есть вот сейчас мы выполняем квест Марик и Латантер. Вот. Но на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. И до следующей серии.